Привет, друзья! Сегодня Германия снова стала центром европейского спора, и все началось с того, что правительство канцлера Фридриха Мерца неожиданно усилило проверки на границах. В ответ резкая критика из Польши и Чехии, иск в суд против Берлина и новый вопрос, не рушится ли сам принцип Шенгена. Но это только часть картины. В Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп готовит новый торговый шаг против Китая и допускает возможность отмены встречи с Си Цзиньпинем. В самой Германии появились важные новости от компании BSH. Это Bosch, Siemens, Neff закрывает заводы, сотни рабочих находятся в неопределенности. И пока экономика Германии ищет выход, правительство Фридриха Мерца заказывает 600 новых установок Sky Ranger для ПВО, а в Саксонии резко вырос поток беженцев из Украины. Кроме того, Берлин собирается штрафовать за вещи, оставленные на улице на подарок до 15 тысяч евро, а рынок электромобилей меняется, Tesla теряет позиции, а Volkswagen выходит вперед. Все это я разберу прямо сейчас. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные последние новости часа. Итак, в Европе усиливается спор вокруг шенгенской зоны. Германия вновь ввела национальные проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Правительство Фридриха Мерца объясняет это мерами безопасности и необходимостью контроля за миграционным потоком. Житель приграничного города Гёрлиц Яков Вашинский подал иск против Германии. Он заявил, что постоянные проверки нарушают его право на свободное передвижение и противоречат принципам Шенгенского соглашения. Решение правительства Германии Фридриха Мерца вызвало реакцию соседей. В Польше и Чехии уже считают, что постоянные контроли подрывают доверие между странами Европейского Союза и создают барьеры внутри Европы. В ответ Министерство внутренних дел Германии подчеркнуло, что меры остаются временными и направлены исключительно на борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой. Тем временем Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, напомнила, что внутренние приграничные проверки допустимы только в исключительных случаях и на ограниченный срок. Спор о границах показал, даже спустя почти 30 лет после создания Шенгена единое европейское пространство остается уязвимым. И это только начало. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на импорт китайских товаров. Мера начнет действовать с 1 ноября 2025 года, если Китай не изменит свою политику раньше. Трамп назвал решение ответом на ужесточение Пекином экспортного контроля над так называемыми редкоземельными элементами, критически важными для высоких технологий и промышленности. Кроме того, он заявил о введении ограничений на экспорт критического программного обеспечения в Китае. Трамп сделал объявление через свою платформу и отметил, что эти меры накладываются в дополнение к уже действующим тарифам и ограничениям. Касательно встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем, Трамп допустил, что она может быть отменена из-за эскалации торгового конфликта. На фоне этого объявления рынки отреагировали спадом, особенно в технологическом секторе. А дальше еще тревожнее. Компания BSH, Hausgeräte, производитель бытовой техники под брендами Bosch, Siemens, Neff и Gaggenau, объявила о закрытии 2 заводов в Германии. В городе Науэн, федеральная земля Бранденбург, производство стиральных машин будет прекращено к середине 2027 года, хотя логистические функции сохраняются. В городе Бреттон, земля Баден-Вюртемберг, к концу первого квартала 2028 года остановят выпуск плит, вытяжек и связанных с ними операций. Всего сокращение затронет внимание около 1400 сотрудников, примерно 440 человек в Науэне и 980 в Бреттоне. В самой компании пояснили, что решение связано с длительным спадом спроса, изменением покупательских привычек и ростом конкуренции со стороны более дешевых производителей. Мощности предприятий в последние годы были загружены не полностью и перспектив роста пока не видно. Руководство BSH заявило о намерении провести переговоры с представителями работников и найти социально приемлемое решение. Профсоюзы и местные власти уже выразили критику и требуют большей открытости и защиты интересов сотрудников. Тем временем разворачивается новая интрига. Правительство Германии Фридриха Мерца намерено существенно увеличить систему противовоздушной обороны. Компания Rheinmetall получила заказ внимания на поставку более 600 самоходных зенитных установок Sky Ranger 30 в пользу Бундесвера. Этот заказ оценивается в сумму свыше 9 миллиардов евро. Доставки планируется завершить к 2030 году. Уже сейчас Федеральное министерство обороны во главе с министром Борисом Писторисом подтверждает, ранее было заказано 19 таких систем, но сейчас масштаб заказа выходит далеко за рамки подобного этапа. Sky Ranger – это колесный самоходный модуль с пушкой 30 мм, предназначенный
предназначенные для борьбы с низколетящими целями, включая дроны. Согласно данным, каждая система охватывает защиту размером до 4 на 4 километра. Производство будет наращиваться, Rheinmetall рассчитывает выпустить до 200 единиц в год. Этот шаг рассматривается как шаг к восполнению дефицита воздушной обороны, который образовался после списания систем Гепард в прошлом. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Рынок электромобилей в Германии достиг новых рекордов, но лидеры начинают сдавать свои позиции. В сентябре общий объем продаж новых автомобилей составил, внимание, 235 528 машин, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Среди них 45 495 были чисто электрическими, их доля, соответственно, 19,3% рынка. Этот рост почти на треть, плюс 31,9% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом, внимание, бренд Tesla оказался в минусе. Продажи американских электрокаров упали почти на 9,4%, несмотря на общее увеличение рынка. Tesla теперь даже уступает позиции некоторым немецким брендам. Германские автопроизводители демонстрируют рост. Volkswagen, Mercedes, BMW, Opel и Audi увеличивают объемы выпуска продаж. Министр по охране окружающей среды Карстен Шнайдер выступает за сохранение запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Он считает, что текущие цифры подтверждают, электромобили занимают все более заметное место в автопарке страны. Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии подчеркивает, хотя рынок восстановился после спада с начала года, объем продаж лишь незначительно отстает от уровня прошлого года. Дефицит роста минимален. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В земле Саксонии в сентябре 2025 года, внимание, зарегистрировано 1253 новых прибытия жителей из Украины. Самое большое число с августа 2022 года. По данным, за 2 недели ежедневные поступления в приемные центры удвоились, а в некоторых случаях утроились и учетверились. С начала года в первые приемные учреждения Саксонии обратилось примерно 2700 человек из Украины. Как ожидалось, реальное число может быть намного выше, потому что часть прибывших сразу регистрируется в районах и городах, минуя статистику приемных центров. Причина всплеска – это смягчение правил выезда для мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет. Это не единственное, что сегодня вызвало активное обсуждение в политике. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запускает масштабную кампанию увольнений на фоне продолжающегося шатдауна федерального бюджета. С 1 октября 2025 года органы власти перешли к ограниченному финансированию. Работают только необходимые службы, а около, внимания, 750 тысяч федеральных служащих отправлены в вынужденный отпуск без оплаты. В ответ Дональд Трамп инициирует массовое увольнение из числа тех работников, которых считает несоответствующие приоритетам своего правительства. Руководитель управления бюджета Расс Вуд подтвердил, цитата, «Пересмотр штатов начался. По данным СМИ уже готовятся списки увольнений в Министерстве финансов свыше 1300 сотрудников, в Министерстве здравоохранения более 1100 сотрудников, а также удар по отделам образования, торговли и энергетики. В отличие от обычных процедур увольнения после завершения шатдауна, эти решения объявлены как постоянные, а не временные. Профсоюзы уже заявили о намерении подать иски в суд, ссылаясь на нарушение прав работников. Официально процесс увольнения запущен в администрациях без согласования с Конгрессом. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. В Берлине планируют, внимание, ввести штраф до 15 тысяч евро за оставление вещей на улице с пометкой «На дар». Мэрия города объясняет, многие пользуются этой практикой, но далеко не все пригодно для дальнейшего использования. Старые диваны, бытовая техника и одежда становятся мусором, который город вынужден убирать. Например, за прошлый год такие незаконно выставленные вещи обошлись Берлину в около 10,3 миллиона евро расходов на уборку, включая электроприборы и строительный мусор. Муниципальные власти заявляют, разрешение на дар вещей на улицах порой приводит к злоупотреблениям. Именно поэтому сейчас разрабатывается жесткая санкция. В городе уже фиксируются случаи, когда коробки с книгами, мебель и техника остаются на тротуарах неделями, мешая движению пешеходов и неоднократно становясь помехой городу. Администрация уточняет, штрафы будут применяться только к тем, кто нарушит правила, а не к тем, кто временно выставляет вещи с намерением их отдать. И еще интересная новость. Германия расширяет программу субсидий на электромобили. Теперь поддержка распространяется и, внимание, на поддержанные автомобили. Власти Германии с канцлером Фридрихом Мерцем решили включить в программу субсидирования покупки электромобилей также поддержанных автомобилей.
Это решение направлено на стимулирование перехода на экологически чистый транспорт среди более широких слоев населения. Ранее программа представляла субсидию только на новые электромобили, что ограничивало доступность для многих граждан. Теперь с расширением программы покупатели поддержанных электромобилей смогут получить финансовую поддержку от государства. Министерство экономики Германии отмечает, что это шаг в направлении достижения климатических целей страны и улучшения качества воздуха в городах. Ожидается, что расширение программы также способствует развитию рынка поддержанных электромобилей и увеличению их доступности для населения. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.